Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события происходят, какие движения намечаются на рынках и что сегодня ждать в связи с началом нового четвертого квартала. Так, ну вот на Bloomberg интересная информация по поводу той ситуации, которую мы наблюдали на американском рынке, когда сначала был провал, потом этот провал начал как-то неуверенно консолидироваться. Ну, здесь в связи с тем, что приближается так называемый час X, когда американское правительство должно решить вопрос с пролонгацией долга, соответственно, возрос спрос на доллар и инструменты долговые в долларах США. Поскольку рынок достаточно существенно переоценен, находится на хаях, рынок акций, и особенно то, что затрагивает высокотехнологические компании, это неизбежно вызвало переток из хай-тека в облигации. Сейчас на текущий момент действительно розничные инвесторы, которые были топливом всех этих отскоков, которые происходили после 18 числа каждый месяц, в этом месяце по информации Bloomberg не проявили должной активности. И то, что касается крупных игроков, здесь даже делают ставку на то, что продолжится просадка S&P еще на 10%, а может быть даже и на 20%. Так, но в Соединенных Штатах пока как бы ситуация накаляется, но я уверен, что они все договорятся, все разрулят. Ну, потому что это такие правила, должна быть борьба. Если не будет борьбы, непонятно, чем они там вообще занимаются и что они там делают. Соответственно, сейчас на повестке дня два момента. Первый момент — согласование госдолга нового. И другой вопрос — это то, что связано с инфраструктурным проектом. Там тоже все буксует, предлагают порезать, не тратить 3,5 триллиона и так далее, сократить эти расходы. Ну, короче, там страсти скипят, но я думаю, в течение октября все эти вопросы решатся. Еще следующий момент. Такая идея очень интересная, раньше она возникала, о том, чтобы отчеканить платиновую монету в достоинством в 1 триллион долларов. На самом деле идея эта не нова. Такие заявления, ну, наверное, все-таки в шутливой форме раздавались еще в 2013 году для того, чтобы уйти от долга, отчеканить платиновую монету достоинством 1 триллион долларов. Но я полагаю, это не более чем мозговой штурм, то есть это такое мероприятие, на котором все участники, когда собираются, они высказывают все идеи, которые приходят им в голову, в том числе, ну, порой немножко неординарные и даже бредовые идеи для того, чтобы прийти к какому-то консолидированному решению и решить проблему уже окончательно на более высоком качественном уровне с использованием нового видения и новых подходов. Но опять же, если предположить, что это, скажем так, чья-то шутка, то тогда понятно, почему так уверенно себя чувствует платина в последнее время. Так, друзья, далее давайте к календарику перейдем. Сегодня пятница, в Китае начинаются праздники. Сегодня поэтому день будет, ну скажем так, отчасти это тонкий лед, отчасти не совсем. Все-таки то, что Китай отдыхает, это ликвидность сокращает, но не в такой степени, как когда отдыхают Соединенные Штаты и Европа. Тем не менее, сегодня возможны различные варианты, особенно в металлах и нефти. Так, ну на сегодня из важной информации это статистики индекс деловой активности в промсекторе Германии. Вот это, конечно, очень показательный момент, то, что происходит в немецкой экономике и насколько действительно евро слаб или силен относительно доллара. Также сегодня индекс производственной активности по России. Предыдущий индекс активности значительно ниже 50%, 46,5%. Посмотрим, что будет в этот раз. Далее 12 часов потребительские цены Евросоюза, инфляция ЕЦБ. Тоже существенный очень момент, который затрагивает влияние курса евро-доллара на европейскую экономику. Соответственно, в зависимости от этого показателя ЕЦБ, в том числе и оглядываясь на инфляцию в Европе, строит свою монетарную политику. Так, ну и далее в 7 часов по Америке индекс деловой активности в производственном секторе. Ну, выходит масса другой статистической информации, она менее существенна, например, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление.
Тем не менее, все это определенным образом будет влиять на состояние рынков. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Что касается Китая. Ну, Китай сегодня достаточно позитивный, я думаю, закроется. Все-таки там праздники грядут. Надо, чтобы люди спокойно отдохнули, набрали сил перед новыми эверграндами. Ну, здесь все движение идет в консолидации. И пока на текущий момент удержание уровня 4750-4700, оно ничего страшного не предвещает для китайского фондового рынка. Ну и для мировых фондовых рынков, я думаю, пока что тоже. Так, Evergrande, типа виновник торжества, застывает в состоянии начала отскока. Но, опять же, я не играл бы в этот отскок, очень это опасно. Так, Baltic Dry, вот здесь ситуация очень плачевная, потому что закрытие месяца произошло на уровне, который соответствует пробою предыдущих локальных максимумов, и теперь открыта дорога на переписывание хаев 2008 года. Если это произойдет, то мы увидим и мощнейшую встряску в инфляции, и увидим наверняка очень резкие действия со стороны ФРС и других центральных банков. Так, друзья, далее крипту давно не смотрели. Биткоин, здесь пробитие уровня 44 500 откроет ему дорогу в выходные дни и на следующей неделе с целью движения в район 48 400. Так, друзья, индекс волатильности. Но здесь закрытие было ни туда, ни сюда. Толком не пробили вот эту крышечку, к ней подошли. И поэтому для каких-то определенных выводов надо будет посмотреть сегодня, как будет проходить торги по нему. И, соответственно, как будет закрытие на этой неделе. Потому что здесь тогда мы посмотрим, будет, не будет взят вот этот уровень. Если он будет взят, то это, конечно, для фондовых рынков будет ахтунг. Так, друзья, ну и вот S&P 500, это SFD на фьючерс. Мы видим, здесь развивается дальнейший провал. Есть определенные ставки опционами на то, что в течение четвертого квартала будет снижение на 10 и 20% от максимальных значений. Соответственно, это указывает на движение к 4000 и, возможно, даже к 3500. Но мы из этой зоны вышли, соответственно, теперь у нас ближайшая поддержка находится в районе 4200, ну, которая действительно сильная и которая может его отбить и развернуть. Сегодня еще не началась основная американская сессия, поэтому пока что это движение могут выкупить еще. Но, тем не менее, сама тенденция, что начало квартала, а восстановление не произошло, она достаточно тревожная. И предыдущее движение ВИКСа, которое было закрытие предыдущей недели, оно указывало на то, что произошел с высокой степенью вероятности разворот на рынках и будет отскок, однако этого не произошло. Так, но переходя на часовик, здесь попытка консолидации и отбоя отсюда с целью движения затяжки на 4375. С точки зрения часового таймфрейма, здесь ситуация в ближайшее время должна стабилизироваться. Критерий того, что не пойдет дальнейший провал и движение на 4200, это то, что в ближайшие часы не будет пробит уровень 4270. В принципе, текущий уровень 4280, он является одним из локальных ключевых уровней, и от него вполне логично, что произойдет отскок и попытка возврата на вот этот сильный уровень. Но опять же, здесь, если возникает пробой, я думаю, безоговорочно будет сразу быстрое движение на 4200. Так, друзья, смотрите, по золоту вчера было волшебное движение. Здесь ряд факторов, что называется, сошлись воедино. Это и то, что рост рисков, страха и так далее. И с другой стороны, квартал закончился, то есть идут новые движения капитала в фондах. Соответственно, на текущий момент вот у золота есть уровень, это 1752, 1750, вот этот диапазон. Если он сегодня не пробивается с утра, то мы отсюда увидим отскок и движение с целью сходить на 1782,5. Если здесь будет пробой, то мы получаем откат, у которого цель движения будет в районе 1738-1737, вот сюда вот. Так, друзья, далее нефть. Ну, смотрите, здесь у нас на текущий момент локально картина следующая. Есть уровень 77,7 локальный. Если он не пробивается, нас ждет сегодня с утра и днем отскок, у которого цель движения тестирования пробой 79,4, 79,5.
Так, далее рубль-доллар. Смотрите, здесь интересная ситуация. Сейчас будет тестирование на пробой 72,9. Если здесь пробой происходит, то мы отсюда видим сразу молниеносное движение на 73,25. Если мы в ближайший час, два, три не пробиваем, здесь будет отбой и, соответственно, движение, у которого цель вот эта оранжевая линия 72,73. Сейчас ситуация неопределенная. Я думаю, имеет смысл подождать. Если в течение 1-3 часов вот этого пробоя не будет, то обязательно будет коррекционный откат, у которого цель движения вот сюда. Но вчера вечером я свою точку зрения высказывал, что перспективы укрепления рубля, они крайне невелики. И на это есть фундаментальные причины, никакого там Армагеддона, там какой-то там беспробудной любви к доллару. Есть объективные фундаментальные причины, которые связаны с состоянием экономики. Так, друзья, конечно, Сбербанк, о чем тут говорить? Я вот до этого упоминал диапазон 343-350, его пока не пробили. Что же такое произошло в Сбербанке на фоне общего ужаса, такое волшебное движение? Смотрите, здесь вполне возможно два фактора сыграли ключевых. Я думаю, они основную роль играют. Первое – это формирование бонусов последний день месяца, привязка к результату. И второй момент, который связан с тем, что в этот день произошла перекладка и какое-то движение капитала в Сбербанк. Да, на фоне того, что происходит с американским фондовым рынком, это немножко нелогично, но учитывайте то, что какая цена на нефть, соответственно, Сбербанк – это прокси на нефть, и плюс Сбербанк, по сути, это артерия всей российской экономики. Вот, я думаю, все-таки здесь в наибольшей степени вот это движение, оно было связано с бонусами, но есть еще другой момент. Вот такая статья на Финансе о том, что пустят под нож расходы. Вот, что здесь примечательно, как это связано со Сбербанком. Вот смотрите, здесь есть такой момент, бюджет отдает на оплату процентов, и рост этой суммы с 1 триллиона 156 до 1 миллиона и 4. Кто будет бенефициаром вот этих денег 250 миллиардов? Конечно же, банки, Сбер и ВТБ в основном. И поэтому, скажем так, есть с этой точки зрения изменение бюджетных расходов фундаментальная причина, еще одна, для того, чтобы Сбер, как минимум, чувствовал себя уверенно и как максимум продолжал расти. Так, друзья, вот на что хотел обратить внимание по Сбербанку. Вот смотрите, что касается сегодняшнего дня, сейчас либо вот это нервное движение продолжается наверх, или же, если в том случае будет откат с пробитием уровня 333,5-334, то, соответственно, мы увидим возврат в район 328-325. Вот сюда к этим значениям. Если пробоя здесь не возникает, а будет только откат к этому уровню, может быть коротенький прокол, то вот эта эйфория, движение вверх в Сбербанке имеет все основания для продолжения. Но локально, с моей точки зрения, здесь необходим коррекционный откат, и вполне возможно, действительно, движение в последний день квартала, оно было связано с тем, чтобы хорошие бонусы получить, потому что капитализация-то выросла, соответственно, можно бонусы смело получать. И насколько я помню, там, по-моему, масса опционных программ у топ-менеджмента. Вот, поэтому здесь, я думаю, коррекционный откат наиболее вероятен. Вопрос только в том, будет, не будет пробой уровня 334. Друзья, все, основные моменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.